Тишина в школьной столовой была почти осязаемой, словно каждый звук, падение ложки, шуршание пакета с едой, отзывался эхом на пустых между столами пространствах. В престижной частной школе Сент-Клэр в Сиэтле Джейден, сын известного бизнесмена, всегда обедал один. Он был умным, внимательным и добрым, но с рождения не слышал. Из-за этого одноклассники держались от него в стороне. Они спешили за своими компаниями, смеялись за спиной, придумывали шутки, в которых Джейден не мог участвовать, и оставляли его за угловым столиком, где он был лишь сам с собой и своими мыслями. Его тетрадь и карандаши были верными спутниками. Он записывал свои наблюдения, придумывал рисунки, создавал маленькие миры, где никто не осуждал и не спешил проходить мимо. Однажды в столовую вошла девушка в простой, слегка поношенной кофте, Эмма. Она училась по стипендии, и ее одежда, старая и выцветшая, контрастировала с безупречными формами и дорогими тканями одноклассников. Нищета ее семьи была заметна. На полках ее квартиры никогда не было игрушек и новомодных гаджетов, но в глазах светилась решимость и любопытство. Она подошла к Джейдену и, не колеблясь, села напротив него. Простая храбрость ее поступка, невинная и смелая одновременно, словно солнечный луч, прорвала тьму одиночества. Впервые кто-то смотрел на него без страха, без снисхождения, без любопытного любопытства, а с искренним интересом. Эмма не пыталась говорить через слова. Она использовала язык жестов, плавный и уверенный, показывая, что готова понять. Джейден впервые за долгое время улыбнулся по-настоящему. Его глаза заблестели, губы расправились, а плечи расслабились. Перед ним появился человек, который мог видеть его целиком, без условий. Другие ученики наблюдали за ними с удивлением, видя, как легко двое могут смеяться и общаться без слов, как один взгляд или легкий жест могут заменить целую лекцию о дружбе и взаимопонимании. Недели шли, и школа постепенно менялась. Директор пригласил всех в актовый зал на торжественное собрание. Среди гостей был отец Джейдена, миллиардер мистер Рёнер, человек, привыкший к контролю, цифрам и расчету прибыли. Он впервые увидел сына живым, свободным, настоящим, не как наследника бизнеса, а как личность с собственным миром, своими радостями и тревогами. Понимание того, что счастье нельзя купить деньгами, и что любовь и внимание ценнее любых материальных благ, изменило его взгляд на жизнь навсегда. После этого школа стала другой. Ученики начали учить жесты, включать Джейдена в игры и разговоры, замечать его присутствие и ценить его взгляд на мир. Учителя поощряли внимание к каждому ученику, делали уроки более открытыми, чуткими и доброжелательными. Все началось с одного простого решения — сесть рядом и проявить заботу, что оказалось куда сильнее любой власти, денег или правил. Годы спустя Джейден и Эмма стояли вместе на выпускном. Их глаза блестели от счастья и волнения, а вокруг звучала новая форма уважения, приветствие на языке жестов от всей школы. Они получили стипендии в один университет, но больше всего ценили не деньги и дипломы, а то, что смогли построить мост между людьми, разрушить барьеры и показать, что смелость и доброта способны изменить целый мир. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.